Приветствую вас на канале Bizarre World, меня зовут Макс. Я просто в шоке, но представляете, в наше время я нашел настоящего короля, который правит своей страной по скайпу, ну или ватсапу. Да, вы не ослышались. Мало того, он живет совершенно в другом месте, да вообще в другой стране. Ну давайте-ка обо всем по порядку, будет очень интересно. Погнали! Итак, знакомьтесь, его величество король Тогбен Горифия Кифакоси Банса, более известный как король Банса из Хохо. Да не ржите вы, это серьезный статус. Это настоящий африканский король, который не верит в старомодные методы правления. Ну то есть, когда король сидит на троне в своей стране и управляет страной. Фу, это для слабаков. Он предпочитает жить в другой стране, а именно Германии, и править своими подданными через мессенджеры типа скайпа, ватсапа. Не, ну вы представляете, насколько он крут? Это ж надо так додуматься. Жить в другой стране, более развитой, цивилизованной, и править своими, так сказать, племенами. Они, небось, думают, что король живет где-нибудь в божественном месте на небе, не меньше. И звонит оттуда, так сказать, не забывая давать указания своему любимому народу. Это какой-то сюр, блин. Как он вообще оказался-то в Германии? Продвинутый 60-летний король Хохо переехал в Германию в свое время как иностранный студент по обмену. Он буквально влюбился в эту страну и подумал что-то типа того. Нафига это я буду править своей Африкой из Африки, собственно? Почему бы мне не уехать-то, собственно, в Германию и там не править Африкой? Логично. И, так сказать, революция не страшна, ничего не страшно. Какой я все-таки умный. Не зря я, наверное, король. Да. Так сказать, сказано, сделано. Было решено остаться в Германии. Кроме того, королю еще и круто подфартило. На тот момент он еще не был королем. Но, как выяснилось, он был единственным преемником короны. Все произошло в далеком 87 году, когда умер его дед, тогда правящий король. А везунчик Банса был выбран новым королем. Хотя у него был отец и старший брат, но они не подходили под статус короля, потому что и отец, и брат были левшами. А эта черта считается в Хохо нечистой и свидетельствует о нечестности человека. Короче, Банса подфартило, или он очень хитрый и намеренно показывал, что правша. Одно из двух. Товарищ начальник избирательного участка, я, как, так сказать, кандидат на коронацию Банша, его величества, ответственно заявляю, так как я правша, видите, у меня ручка в правой руке, значит я правша, и я, значит, стану королем, потому что мои родственники, все конкуренты, левши. А как вы знаете, в нашем законодательном органе написано, все, кто левши, так сказать, это признак нечисти, они, значит, бесами попутаны. Так что, друзья, вот, товарищ, смотрите, я правша, поэтому я теперь стану королем. Все, победил наконец-то. Фу, тяжело было, но я их как дешевки наколол. Я теперь король. Вообще коронация Банш состоялась в 1992 году. Но король Банса решил, что выполнение королевских обязанностей не требует обязательного возвращения в Африку. Там и без него справятся премьер-министры там, ну и все остальные. Король Банса и сегодня по-прежнему живет в немецком городе Людвигсхафен, недалеко от Франкфурта, со своей немецкой женой по имени Габриэль. У него есть гараж, где он ремонтирует машины. Да, король работает в автомастерской, вы не ослышались. А чё, нормально. Не сидеть же в Германии на троне как дурак.
Помимо работы, король находит также и время, чтобы править, на секундочку, 200 тысячами своих подданных. Да, друзья, у него 200 тысяч населения. Управляет он страной, как я говорил ранее, по скайпу или ватсапу. Или просто звонит по обычному телефону. Алло! Ну чё там у нас-то в Африке-то нашей? Ага. Коровы-то подоены? Ага. А калаши заряжены? Ну, слава тебе, Господи. А революции-то не намечается там? Ты, если чё, в мой бункер прячься, премьер-министр. А, ну все, тогда нормально. Ага. Ну все, я это корону сниму, сейчас пойду на работу. Ага. Все, давайте, пацаны. Ага, пока. Думаю, примерно так и выглядит разговор короля с премьер-министром. А вообще король очень ответственный. Говорят, что он не ложится спать до поздней ночи, пытаясь разобраться с различными племенными спорами. И в обязательном порядке посещает Хо-Хо как минимум 6 раз в год. Хотя король Банза и остался в Германии, он не позволил этому обстоятельству повлиять на его королевские обязанности. Он развернул широкую кампанию, которая должна помочь здравоохранению Хо-Хо. Ну, хотя сам лечится в Германии. Также король регулярно отправляет домой различные водочистное оборудование. А совсем недавно король Банца попал в местные криминальные новости. Как-то раз, вернувшись домой, он обнаружил, что воры проникли в его дом и украли 4 золотые королевские короны. Также исчезли и некоторые другие королевские регалии, в том числе золотая цепочка, ранее принадлежавшая его бабушке и дедушке. Возраст украденных вещей якобы составил не 100 лет, а общая сумма украденного составляла $25 тысяч. 10 корон! 10 цепей золотых увели. 20 еще чего-то. Ах, шайзе. Блин. Приехал я в эту Германию, теперь остался без корон, без ничего. Теперь буду ходить как дурак. Даже на короля не похож. Вот такой вот странный король на удаленке. Да, смех, да и только. Может быть, в чем-то он и прав. Вы как считаете? Напишите комментарии. А также не забываем поставить видео лайк, если оно вам понравилось, и подписаться на канал Bizarre World. Всем спасибо, пока-пока. Алло, что там такое? Я сегодня по телевизору смотрю, короче, там что-то все бегают с калашами, стреляют, орут, визжат. Ага. Революция у нас тут. О, етить, колотить. Не, я не приеду, я что, дурак, что ли? Я тут, я же тут в Германии сижу. У меня на билет нету денег, твою дивизию. Тебе объяснять долго, что ли? Короче, ты поднимай все войска, все. Я постараюсь тут еще недельку поработать себе, заработаю на билет, приеду, все решим. Король все порешает. Банца, великий Банца, могущественный. Да, все, да ты пока сиди в бункере. Все, давай, я побежал на работу. Ага, давайте, пацаны. Держитесь там, давайте. Ага. Вот это дела, твою мать.